Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с Игорем Мосейчуком, экс-народным депутатом. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александра. Приветствую наших уважаемых зрителей. Я не просто так представил вас экс-депутатом, мы еще поговорим, да, вот о власти, о том, что нас ждет, о том, что происходит, какая истерика на Банковой, и какой антикриз попер против НАБУ, да, вот Чернышов не сидит, а антикриз попер, издание западное просто сыплят такими интересными материалами и про Ермака, и про Буданова. В общем, это отдельная тема для разговора, вот этот, как вы любите выражаться, жаба-гадюкинг. Однако я бы хотел начать наш разговор, понятно, с формата эфира. QR-код возле меня, возможность поддержать канал и написать, что хотите на экране. Также всех приглашаю в сообщество YouTube. Во время эфира можно оставить свой вопрос заблаговременно. И в клубе зрителей Шелест в телеграм-канале тоже работает эта функция. Также будем общаться с чатом трансляции, но в самом конце. Вначале предлагаем в этом чате трансляции опрос нашего сегодняшнего эфира. Жаль ли вам ТЦК ввиду ударов по военкоматам? Сегодня опубликованы были, ну тоже, понимаете, понятно, что элемент информационной войны. В общем, это же мода такая, да, писать на снарядах что-то. Ну, все пишут, там, от благодарных жителей, там, или там за то-то, за Крымский мост, за удары, еще за что-то. А сейчас на шахедах появились фото шахедов с надписями на украинском языке с благодарностью от украинцев, так сказать, ТЦКшникам. Опрос. Жаль или нет? Чуть-чуть да, категорически нет, однозначно да. Ну, удары по украинской территории, конечно, жаль. Или какая разница? Они будут еще борзее, эти ТЦКшники. Какой бы вариант вы выбрали и что думаете по поводу этого, ну, такого нового этапа войны с ТЦК? Вы знаете, я бы выбрал два таких варианта. Они сами заслужили. Они сами заслужили, они стали концентрацией зла. Единственное, я бы, конечно, думаю, что, опять же, по ТЦК бьют, а по правительственному кварталу нет. То есть это что? Э, Концентрация зла с подачи зеленых гнид, с подачи коррумпированной верхушки и военной, и политической, военно-политической, будем так говорить. ТЦК, в которой в первые дни войны ломились люди, превратились в концентрацию зла. Поэтому, понимаете, я вчера по этому поводу говорил, мы вот имели пример в Виннице, да, что написали, тут наша ТЦК переезжает в госпиталь, то все. Я знаю у себя на родине пример, когда в лечебное заведение переехала ТЦК. И я вчера публично обращался и у вас в эфире говорю, это нарушение Международной конвенции Женевской, это подстава для медицинских учреждений. Уберите с медучреждений, пожалуйста, ТЦК, для того, чтобы люди могли получать нормальное лечение. Военные в медицинском учреждении могут находиться исключительно в виде пациентов, больных либо раненых. В другом случае лечебное учреждение теряет международную правовую защиту. Вот. Поэтому это вообще крайне, ну, идиотизм и крайне скотство со стороны там властей, которые это разрешают или инициируют, вот, и тому подобное. Поэтому для меня ТЦК
это абсолютно деградирующий на наших глазах государственный организм, который давно мертв, который давно надо ампутировать, потому что его гниение, его гангрена распространяется на все государственное тело. Но люди, которые верховодят на Банковой, считают, что это их опора, это их карательный орган. Мы знаем примеры, когда мобилизация проходит за принципом, а давай-ка отправим на утилизацию тех, кого считаем оппонентами. Оппонентами власти, режима, какого-то местного чиновника. Ну, я знаю даже случай, не имею права называть, пока не имею права называть имен, но я думаю, что это будет предано огласке. Я знаю случай, когда один чиновник районного уровня отправил в ТЦК мужа женщины, которую он домогался. Понимаете? Ну, То это есть днище, конечно, да. Ну, слушайте, а в пабликах вот это, как расправы устраивают. В Одессе теперь вместе с бандитами зовут на разборки риэлтора, если там квартира не понравилась, и ТЦК тоже. Угрожают ТЦК. Раньше в 90-х бандюками угрожали, а сейчас ТЦКшниками, понимаете? абсолютно. Кстати, Одесса мне сообщила, у них резко поднялись расценки. Теперь выйти с помещения ТЦК раньше стоило 5, теперь 10. То есть вот эти все моменты, удары по ТЦК, потом ужесточение законов каких-то, и еще что-то, это все монетизируется. Это абсолютно коррупционная структура, которую надо ампутировать, потому что это гангрена убьет государство. Понимаете, в чем дело? Здесь еще один аспект, я хотел бы его затронуть. Коротко, как будут действовать дальше ТЦКшники? Сейчас об этом целый день сегодня говорят разные спикеры. Ну, там рассредоточения мобильные какие-то, там подпольные эти, ну, вы поняли, отстойники ТЦК, всякие там, кого-то в администрацию, кого-то к больнице поближе, кого-то к ЦНАПу, кого-то еще куда-то. Ну, в общем, там, они теперь не будут в одном месте. Ну, вот сам формат работы, чтобы два слова сказали. И, наверное, самый главный вопрос, почему я вынес эту тему, да, для опроса наших зрителей, почему я с этого начинаю и зачем, собственно, эту тему поднимать который день подряд. Не потому, что это хайп, а потому, что это нам, украинцам, о самих себе многое говорит. Когда выходит экс-атошник, да, бывший атошник, и пишет о том, что ага, вы тут, то есть украинцы начинают скидывать координаты там военкорам всяким в Телеграме, ну куда, что смогут найти, да, сбрасывает россиянам координаты ТЦК. А атошник бывший, Гром, пишет, что ага, значит, а мы будем сбрасывать координаты. Это полковник вооруженных сил на секунду. А мы будем ваши координаты, вот перехватим, поймем, что это вы сбросили. Мы ваши координаты сбросим и скажем, что это воинская часть. Слушайте, ну такого раздолья целей у россиян, наверное, ну вот не было никогда. И вот это же открытая война людей против ТЦКшников. Только руками России. Смотрите, в 1933-32 годах продразверстку в украинских селах, результатами которой стал Голодомор, производили красноармейцы. Но этих красноармейцев за руку водили предшественники этих ТЦКшников. И вот этих вот защитников, ТЦКшников, которые там вылазят и координаты чьи-то куда-то сбрасывать хотят. Так же само с 41 по 45
ходили и выдавали подпольщиков, разных подпольщиков, в зависимости от региона Украины. Выдавали гестапо. На западной выдавали оуновцев, на восточной краснодоновцев, грубо говоря. А потом, ну, и если мы про западную говорили, то помощниками энкавидистов были так называемые стрибки. Это ж украинцы были, они ж не это самое, они ж не с Марса прилетели. И тут так же самое, этот Гром, целый полковник ВСУ. Он говорит, да, вот оппоненты, они же там радуются, что по ТЦК бьют, там Олежка, кто там, Луганский. Давайте мы сейчас их координаты скинем, хай по их родичам луснут. И никто не едет его, не задерживает, рот не затыкает. Но, хотя в контексте Жаба Гадюкина, который набирает все больше и больше силы в стране, это, ну, уже даже не удивительно. Варнякой, бей, застрели кого-то, как сегодня утром на Троещину. Доведи женщину до смерти, как в Мерефе, да, сегодня, Ну, вроде по-моему. выжила, сообщают. Ну, Но смысл смысл плюс-минус, тот же, да. да, смысл плюс-минус тот же. То есть, понимаете, и вот эти вот людишки, потому что людьми же их назвать, ну, с натяжкой можно, они не понимают, что их действия и действия ТЦК фактически уничтожают украинскую государственность. Реформировать это невозможно. Рассосредоточить, ну, понимаете, это как и кровати подвигать, ноль эффекта, и блядей поменять, ноль эффекта. Ну, только бульдозер заводи и весь зеленый блядючник сноси. По-другому не работает. У вас в эфире 2,5 года говорим об этой проблематике. 2,5 года они занимаются деятельностью. Ну, я прямо скажу, я хотел обратиться и обращаюсь к Министерству обороны Российской Федерации. Зачем вы по своим бьете? По каким Так как, своим? ну, по ТСКшникам, так как ТСКшники помогают Российской Федерации, не помогает никто. Так дискредитировать защиту Отечества, так дискредитировать вооруженные силы Украины, так дискредитировать все, что с этим связано, могли только диверсанты. Ну, значит, вот поэтому я и задаю этот вопрос. Значит, начинается какой-то новый этап в войне. Значит, начинаются какие-то... Вот смотрите, вот то, что я описал, и то, что там, да, вот все сейчас наблюдают, координаты, вот это вот, а давайте те, а давайте этих координаты, это же новые отношения с некогда в прошлом братским народом, понимаете? И там нас очень хорошо понимают, Александр, и мы их третий, хорошо понимаем. да, третий день пытаюсь объяснить, что то, что рассказывает руководство сухопутных войск, что бьют для того, чтобы сорвать мобилизацию, это хрень собачья. Мобилизацию срывают ТСКшники в первую очередь. И наши военные, те, которые на передку, не барбершоперы, которые по эфирах лазят, а те, которые в окопах, они что говорят? Из 10 бусифицированных воевать получается в 2, в 3 в лучшем случае. Правильно? Это же не я придумал, это говорят наши воины, те, кто на передовой. Теперь, я утверждаю, что бьют по ТЦК совершенно с другой целью. Вы правильно сказали. Они, с одной стороны, самое больше помогли, ну, Кремлю. И сейчас эти удары, это показать, что мы уничтожаем не вас, украинцы.
мы уничтожаем вот это вот сосредоточение зла. Понимаете? То есть, ну, у меня такое впечатление, что Зеленский, его зеленые гниды специально это консервировали. Ну, 2,5 года об этом кричали. И к этому пришло. Вы же посмотрите, ни одного приговора, ни одной посадки, ни одной. Сидит этот Борисов, которого поймали и отпускать уже не получается. Но его же не осудили 2,5 года. Что ж доказывать? Вам на блюдечке с голубой каемочкой принесли в эфире у вас, Александр, я рассказывал у себя, да, принесли документы, показали, вот виллы, вот счета, вот это. Что ее держат 2,5 года? Что ее не осуждают? Потому что нельзя. Потому что круговая порука. Если ее разорвать, то они будут думать, ага, сегодня сдали Борисова, завтра сдадут всех нас. И поэтому никого, даже того, кто убил человека, его отмазывают. Но они не понимают, что это превращается в сосредоточение зла, гноя человеческого, такого, который вырвет, прорвет, уничтожит. И может уничтожить и убить все государство. Нет, давайте тогда тут я остановлюсь. А в смысле все государство? Ну, Ну, да. подождите. Давайте тогда вот определимся. ТЦК, ну, это плохие люди, нехорошие парни. Они в системе круговой поруки, они, ну, правда, никто не осужден, никто, ни у кого нет срока конкретного, там, даже если есть какие-то дела. Они завязаны наверх, они выполняют свою историю. Нам периодически вливают в уши пропаганду, что смотрите, это же герои бывшие, смотрите, они там еще какие-то. На поверку, если поскрести пальчиком, получается, что совсем не герои бывшие, есть просто обычная тетушня, бандюки, которые уже сейчас даже не надевают форму, заметили? Просто что-то такое, типа, похожее где-то там отдаленно на милитари. Слушайте, они как Зеленский. Ну вот Зеленский раньше ходил в такой форме, типа милитари-милитари, а сейчас ему там немножко подшили, обшили, как бы вроде напоминает, но... То есть это фактически знак равенства с Зеленским. И у нас возникает другой момент. Может, это не уничтожение как раз-таки и государства, вот о чем вы говорите, а наоборот очищение, просто вот такое болезненное от вот этой погони, которая своего готова засандалить и замочить, мать его довести там до потери сознания, ну слава богу, что жива, что там помогли скорую помощь, женщины сердобольные на остановке прибежали, там быстро вызвали в Мерефе, ну и так далее. Они готовы, да, сколько там, 10 или 15, 10, по-моему. Хмельницкий сегодня бусифицировали мужчину, он достал нож и, в общем, там одного, второго полицейского, ТЦКшника, приехало 10 нарядов полиции. Я, простите, пожалуйста, конечно, но я помню времена, когда одного наряда полиции хватило бы, чтобы задержать, ну, какого-нибудь дурака с ножом. Сейчас 10 прилетают, потому что, как это назвать? Может, это правда очищение? Смотрите, мой кум в Лобнах, ну, обычный человек, предприниматель мелкого, ну, по лубенским, может, среднего пошиба, да, меркам, э, имеет отстрочку по здоровью. Но по городу он передвигается с зарегистрированным оружием. И он сказал, если меня кто-то попробует тронуть, я его задействую, если это будет за рамки закона, ну, понимаете, да, выходить. Значит, вопрос, вы говорите, и я говорю практически одно и то же. Гангрена убивает государство. Что должно делать государство, что должен делать врач
для того, чтобы спасти организм. Провести ампутацию. Провести ампутацию всех вот этих вот негодяев, подонков, все нечисти, которая сейчас в этом ТЦК сгруппировалась. То, что нам пытаются рассказать, что там воевавшие, еще ни один уважающий себя военный, тот, кто реально воевал в окопе, на передовой, не пойдет служить в ТЦК. Это мне говорили люди, которые реально были на передовой и тому подобное. Поэтому это и очищение тут как получится. Либо вовремя ампутируем и очистимся, либо гангрена убьет. Вот так вот, Александр. Тут надо честным быть самими с собой. Это смертельная болезнь, и тут только ампутация может помочь. Друзья, ну смотрите, тут еще такой момент. Я оперирую информацией, ну, свежее было. Может быть вброс. Вроде как не остановилось сердце, все вроде нормально у матери бусифицированного из Мирефы. Это вот по информации моей. Может быть, возможно, как бы, потому что основная масса новостей, конечно же, о том, что мать погибла в скорой помощи. Но сразу через 3 часа после этого коротко сказали, нет, все-таки местные паблики пишут, что вроде как выжила, оказывают помощь. Но даже, понимаете, тут не то, что не важно, это очень важно, потому что если это смерть, Игорь Владимирович, то, ну, а как будет служить этот бусифицированный с Да не матерью? так. Это ж, смотрите, это ответ на вопрос, почему из 10 притянутых на фронт бусифицированных силой притянутых ребят служить остается 2. То есть 20% из 100. Это даже не четверть, понимаете, да? То есть, ну, поэтому я говорю, это концентрация зла, гной, гангрена, которая убивает страну. Как с этим жить? Никак, только ампутировать. Другого пути нету. Ну и параллельно с этим, конечно, там эксперт Дикий говорит о том, что тем, кто радуется ударам по ТЦК, должно прийти СБУ. Вообще пошел антикриз, ТЦК не враг, это часть Я не обороны. радуюсь ударом по ТЦК. Я буду радоваться тогда, когда Дикого вместе с ТЦК украинцы палками забьют за нарушение Конституции, законов, прав человека и тому подобное. А я не могу радоваться никаким ударам россиян по своей территории. Но я понимаю, что эта концентрация зла выгодна, и выгодная цель, и выгодна с политической точки зрения для Российской Федерации. Это то, о чем вы говорите, сразу чат-боты, да, вот, ну, и все. Понимаете? Поэтому дикие сотворили вот эту дикую дичь эту, сотворили. Это ж дичь на самом деле. И теперь они говорят о тех, кто радуется. Но люди радуются, потому что как они должны относиться, если вчера он потребовал твою сестру, чтобы тебя не бусифицировать, а позавчера он толкнул твою мать, и она чуть не умерла. А сегодня он при твоих детях тебе надавал по почкам и заволок тебя в бусик. Концентрация любая зла, ее уничтожение любым способом будет в определенной части населения вызывать положительные эмоции. И в Москве это прекрасно понимают. Поэтому Минобороны Российской Федерации вчера и сказала, что мы будем бить, потому что будем.
потому что они понимают, что они бьют не по спискам мобилизационным, не по даже тем, кто сидят, они бьют по символу зла. А, ну, смотрите, тут, конечно, эти прелести пропаганды всяких диких и других, это, конечно, отдельная тема, да, поговорим там в прямом эфире, после нашего прямого эфира в шуме. Ну, вот когда там Нацгвардии, там, ну, опять-таки, сидит женщина, Киевский округ, и говорит, знаете, почему женщина лучше, типа, на войне, чем мужчина? А она ходит в туалет, сидя, а мужики встают, и их видно из-за окопа. Вы понимаете, какой тупизм? С людьми, с умнейшим, древнейшим народом, ну, украинцами, там, славянами, там, русскими, да, вот с нашими, скажем так, у нас же тысячелетние традиции. Да, у нас общие традиции с россиянами, с белорусами, мы с одной, как говорится, ну, этой колыбели, да, хотя там, конечно, сейчас будут пишут, нет, те там какие-то угрофины, мы там какие-то другие. Ну, смотрите, ну вот это не в этом суть. Ну, тысячелетняя общая история, да, мудрый народ, а нам впаривают такую чушь. И где же эта народная мудрость? Вот просто Александр, не проявление ли это народной мудрости, понимаете, то, что мы видели? Я просто помню рассказы Второй мировой, то есть, ну, своих там прабабушки, там, бабушки, когда приходит полицай, украинец, да, забирает там последнюю козу, они идут жаловаться немцу, немец приходит и наказывает жестко, чуть ли там не до расстрела, стреляет, короче, по этому полицаю, украинцу. И все, но эта история, я пытался, подождите, так что немцы хорошие, там спрашивал маленький Шелест у своей бабушки. Она говорит, нет, его задача продемонстрировать власть. Потому что когда ты сильный, ты обижаешь слабого, это не демонстрация власти. Демонстрация власти и силы – это когда ты, ну, скажем так, вот этого слабого защищаешь, и тогда ты, получается, ну, фундамент накладываешь на этой территории, которую ты контролируешь. А у нас такое ощущение, что идиоты живут. Писает сидя, писает стоя. Ох, как классно женщину в окоп. смотрите, ну, действительно, действительно, все пошло от Киева, все пошло от Руси, все, естественно, что-то было украдено, что-то было не украдено, что-то унесли с собой. Э, По-разному можно рассматривать. Это вообще дело как бы историков, но никто ж не будет оспаривать, что и Беларусь, и нынешняя европейская часть Российской Федерации походят от Киева, от Руси. Это так, исторический экскурс, и действительно были периоды общей истории, очень большие, Российскую империю идеологически создали украинцы. Граф Безбородько и же с ним. Но вопрос в другом сейчас. Вопрос в том, что сидя, стоя, отупение, это пытаются привить народу. Народу пытаются рассказать, что «Очи черные» – это российский романс. Хотя его написал Евген Павлович Гребинка, мой земляк с Полтавщины, пытаются рассказать, что Николай Васильевич Гоголь русский писатель. То, что это говорят в Москве, так мне на это плевать. Но когда об этом начинают, эту хрень начинают нести украинские официальные лица, то хочется взять палку и отходить по макітрі, як у нас на Полтавщине, ну, говорят. Поэтому на самом деле, давайте, как я говорил, историю историкам оставим,
религию святым отцам, язык филологам. Но давайте это сделаем так, чтобы нам не навязывалась какая-то одна точка зрения, чтобы мы оставались народом мыслящим, чтобы нам не прививалась якась шиза, стоя, сидя, лежа там. Вы знаете, снайпера даже лежа в лёжке ходили по-маленькому, так что? Ну, понимаем, да? То есть, А, ну, Да, Игорь Владимирович, несутся новости из Америки, проснулся Трамп и жжет. Значит, его прямая речь. Война в Украине должна была продлиться 3-4 дня, но у украинцев было очень хорошее оборудование, мы давали ему лучшее оружие, говорит Трамп. Недоволен Путиным, потому что Путин убивает много солдат, убивает своих солдат и их солдат. Очень серьезно рассматривает введение санкций против России, и Путин нам швыряет кучу дерьма, звучит красиво, но на деле оказывается пустышка, ну или там бессмысленно. А, Сегодня, ну как, утро началось, да, ну как бы Трамп проспался и выдает новую порцию. На Банковой радуются люто, дико. Все, Трамп теперь неплохой, Трамп теперь за нас. Давайте называть улицы именем Трампа, детей называть Трамп, например, Васильевич, да, или там Иванович, ну и так далее. Все, вот сейчас карта попрет. Попрет ли? И не является ли это игрой? К чему Трамп делает вот такие кульбиты? ну, во-первых, я призываю всех внимательно слушать и внимательно переводить то, что говорит Дональд Фредович. В отличие от Байдена, который всегда говорил, как он говорил, мы дадим вам все, что вам необходимо, а если надо, то и больше. Так, да, где-то выглядело. Трамп говорит, мы дадим только оборонительное вооружение и только сколько сможем. Например, 10 ракеток к Патриотам. Учитывая, что у нас ракетами с Патриота по шахедам стреляют, это даже не на один день. Может, даже не на один час. Второе. Вы посмотрите за игрой. Злой полицейский из Пентагона, тот, у которого крестоносец выбит, да, на теле, он говорит, мы изучаем, сколько у нас осталось. Вот мы не знаем, сколько осталось вооружений. Это как семечки на базаре. Байден отсыпал их там жменями. Мы должны выяснить, хватит ли нам самим, потому что мы и в Израиль даем, и туда даем, и Украина наибольше сожрала. Поэтому стоп. Потом появляется добрый полицейский Дональд Фредович и говорит, ну 10 ракет я вам дам, пока. А потом посмотрим. Как был я убежден, так и остаюсь. Это игра. Игра в 4 руки с Путиным. Это принуждение, пока, слава богу, не к капитуляции, а к мирным переговорам. Условия мира будут очень плохими, но это будет мир. Если, конечно, это состоится. Потому что если послушать этого Григорий, да, его Тихий, спикера МЗС нашу, то Умеров ездит для того, чтобы фейсом или чебуреками торговать в Стамбуле. Я не знаю. Но он говорит, мы ездим, чтобы не подумали, что мы за войну. Ну, вот ездим, чтобы ездить, понимаете? Этот самый. А окно возможностей по мирным переговорам сужается, сужается. А дальше, в результате кровавой осени, может уже появиться принуждение к капитуляции, а не к миру. Поэтому
Но мира не будет, пока при власти Зеленский. Очевидно, мы наблюдаем публикации в западных средствах массовой информации. Их, правда, уже сказали в этом Центре противодействия пропаганды, что это российская пропаганда, все, это все ИПСО, вот это запустили. Это великих патриотов страны мочат, уничтожают. Но мы, с другой стороны, наблюдаем, ну, фактически, второй день подряд истерику. Истерику на Банковой, истерику в кругах зеленых гнид и вокруг них. Смотрите, я хочу сразу, чтобы зритель понял мою точку зрения по этому вопросу. Я выступаю за ликвидацию НАБУ, БЭБ, ДБР и всех структур, которые наплодили наши западные партнеры руками наших тут в своей пятой колонны, Соросят и им подобное. Но сейчас мы наблюдаем картину. Вот что происходило с конкурсом по директору БЭПа и почему его не пропустили. Я исхожу из интересов государственных, что любые органы в моей стране должны быть созданы самими украинцами, а не какими-то партнерами. А они исходят из другого. Если бы Цыбинский был назначен директором БЭБа, то мы бы стали свидетелями следующего. Зеленый гнид запрягли бы, як волів у воза, и гнали бы с одной стороны уголовными делами НАБУ, ЦОП-ЦОБЭ, с другой стороны БЭБ, ЦОП-ЦОБЭ, и выравнивали, куда им ехать. В Стамбул или не в Стамбул, в Брюссель, Вашингтон, стоять на коленях, высвободить язык, что делать, упасть, лежать, отдаться, землю продать. Ну, понимаем, да? То есть полную. Это было бы два рычага внешнего управления. Пока имеем только набушный. Но, еще раз повторюсь, зеленые гниды это делали не в интересах государства. Они это делали в своих интересах. Потому что то же дело Чернышова, которая зависла в НАБУ и которая НАБУ не может закрыть, а Зеленский тупотит ножками и кричит: закрыть, и все, я гарантию давал, в Вену к нему летал, сейчас начнется, сдадут как стеклотару, ну и так далее, и так далее. Чуть ли не до припадков доходит. Понятное дело, что уже никто не хочет сильно лезть, выполнять, перед партнерами подставляться и тому подобное. Поэтому очевидно, что мы имеем дело с саботажем, Саша. С саботажем на Банковой, с саботажем правоохранительными структурами, силовыми структурами. Не все уже хотят выполнять приказы. Я, допустим, сегодня весь день анализировал ответы на адвокатские запросы по поводу моих санкций, Александр. Так я вам честно скажу, там уже 90% отвечают, знаете что, вода водой. Я не я, хата не моя, и вообще я там случайно мимо проходил. Ну нет, А голосование, знаете, как проходило? Письмовым волевыявлением. Понимаете, вот. Сообщили мне со Служби безопасности України, що голосування проходило
письмовим волевиявленням. Говорю, а з волевиявленням ознакомиться можно? Вот адвокаты с допуском, ну, понимаем, да, все? Нет, нельзя. Потому что они четко понимают, они будут засекречивать, они спалят потом эти протоколы. Ракета прилетит туда, где они хранятся, Александр. Они понимают, что ответственность будет. Кто-то двигается по санкциям, по кому-то будут двигаться после падения режима, да? Я имею в виду по отмене. Но в совокупности этих всех преступлений им же придется отвечать. Они же творили беспредел по отношению к людям, к их семьям, к их бизнесу, к их медиа, да, ну там каналам, которые блокируют. Ответ пишет запрос адвокат Центр противодействия дезинформации в РНБО. Объясните, пожалуйста, вы государственный орган или там дорачий, ну какой, ну кто вы? А в ответ мы не должны вам читать лекции. Вот так дословно пишут. Мы не будем вам отвечать, мы не обязаны разъяснять вам. Читайте закон. Понимаете? То есть они понимают, что они действуют по беспределу. Они понимают, что мы готовим иск многомиллионный к Ютубу и к ним в американской юрисдикции. Они понимают, чем кончится этот иск. Поэтому они отвечают, ну вообще, абсолютно, ну чушь собачью. Повлияет ли это? Защитит ли их это? Нет. Но они это все равно делают, свято верят, что это когда-то им поможет и от чего-то их спасет. Понимаете? Так же, как они считают, что вот Зеленский решил, что дело Чернышова надо с НАБУ забрать. А ему пытаются объяснить, ну, я знаю там людей, чиновников, э, правоохранителей, которые пытаются объяснить, ну, нельзя этого делать. Это навредит, это так, а это так. А он не слышит, вот у него истерика. И отсюда возникает саботаж, потому что они видят, что режим шатается, режим начинает давать сбои. Ну, смотрите, а другие говорят, что наоборот, смотрите, крепки как никогда. Крепки как никогда. Почитаешь, правда, «Экономист», там, про Буданова. Вот мне только интересно, смотрите, по поводу режима. Когда Залужный публикует фоточку с беговой дорожки и с подписью «Борьба продолжается», это он о какой борьбе говорит? С лишним весом, с Российской Федерацией или политической борьбе? Александр, я думаю, он говорит о борьбе левого с правым полушарием своего мозга. Надавать подсрачников этим своим пиарщикам или не надо? Вы понимаете, я когда увидел эту фотографию, я сначала подумал, опять на байковый фейк смастерили. А потом, когда зашел на страницу и у него увидел, то подумав, яке їхало, таке й здибало, як у нас кажуть. Понимаете? Абсолютно еще не понял Валерий Федорович, что клоунада народу отут сидит, отут, ну, от выше гландуша. Понимаете? И он пытается быть своим парнем. Кому? Так вот у меня вопрос, кому? Ухылянту, как они его называют с беговой дорожки, он не будет своим, ну, парнем. В окопе не будет бойцам своим парнем, потому что он их кинул, прошел ВЛК, еще и фоточку с беговой дорожки размещает. Больной такой. Да, этот самый
Дипломатом он тоже не будет, потому что дипломаты в основном в галстуке, в официозе и 30 раз подумают, чтобы допустить свою фотографию до публикации. Понимаете, они сейчас будут пытаться, да это же не стандартный генерал, да это не стандартный дипломат, да это уникальный, новый батько нации. Я за последние 20 лет за разных батьків нації с разным идеологическим уклоном наслушался, ну вот полная голова. Последствия только вон на улице и на фронте. Вот это все, это последствия того, що умный украинский народ обирав батьків нації, которых ему лепили политтехнологи и продавали, как лоху на Демеевском рынке. Макрон сегодня прибыл в Лондон на коалицию желающих. Он выступает перед парламентариями в Лондоне, британскому парламенту, говорит следующее. Каждый раз, когда Россия Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам. Мы никогда не примем теории о том, что более сильный прав. И я хочу быть ясным. Именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр, решили запустить в феврале прошлого года эту коалицию желающих, о которых вы упомянули. И эта коалиция была просто сигналом о том, что, в общем, европейцы никогда не покинут Украину. Никогда. Коалиция желающих. Как вы к ней относитесь? Послушайте, это коалиция потерпевших и блуждающих, а не желающих. Они блуждают мыслью по древу постоянно, что-то ворнякают, по-другому сказать нельзя. Слова не держат, толка никакого. И один поперед другого бегут, коалиция типа же антипутинская, но к Путину они бегут позвонить, один поперед другого. Боюсь, что в следующий раз за телефон побьются где-то. Поэтому, ну, я бы крайне не хотел, чтобы наш народ опирался на этих людей, имел какие-то дела с этими людьми. Тем более многие из них на исходе политическом, на закате политическом. И Стармер, и Макрон. Все добегает до логического конца их глобалистическая политическая карьера. И, допустим, и в случае Лондона, и в случае Парижа мы можем иметь тектонические изменения. Надо ли нам дружить с Британией, с Францией? Да нам надо со всеми странами дружить. Но дружить и ложиться под них, это, как говорится у нас в Одессе маме, две большие разницы. А когда тебя играют, по ушам ездят, а потом идут к Путину и пытаются продать, ну, это выглядит, мягко говоря, Александр, ну, совсем-совсем плохо. На фронте движение идет тяжелое на запад. Значит, тут сообщили о том... Ну, опять-таки, знаете, понятно, что нельзя говорить о фронте сухо, честно, прямо, конкретно, по-военному. Если говорить, лучше или ничего, или лучше, если говорить, то искать победу. Ну, вот нашел паблик Deep State, который сейчас в моменты тяжелые для украинской армии изрядно отстает. Все, в общем-то, ну, не так публикует, как раньше. Ну, по понятным причинам. Я же помню, что Сырский угрожал же
мобилизовать Ну, мы ребят. с вами разговаривали, что Да, ребят, для того, аналитиков. чтобы честно показывать этим аналитикам, им надо выехать в Европу, потому что в Украине они их посадят, если они их не будут слушать. И вот они выдают отступление вооруженных сил Украины за победу. Ну, там, мол, одной из бригад, 31-й какой-то. В общем, они сидели в кармане, который там образовался. Константинов. Россияне его не атаковали. Ну, этот, там, да, отряд, этот полк, ну, как мотострелков этих. Они шли по флангам, но зашли уже слишком далеко. И вынуждены были из кармана вооруженные силы Украины уходить. Один человек только был ранен. Ушли вообще великолепно, все сохранили, все замечательно. Короче, победа. Вы знаете, я вот эту историю, ее можно наложить на вообще эту войну. Ну, в принципе, вот как бои в этом кармане. То есть, вот здесь вот они не трогали их, обошли со стороны, те отступили, сдав большую территорию. Это, ну, как бы, когда срезается карман по фронту, это прям достаточно серьезное событие. А его подают так, как победу. Мол, смотрите, какие гениальные. Взяли и ушли. И у Сырского все хорошо. Говорит, мы на Курщине, на Белгородчине, все нормально, мы там, в общем, для нашей будущей победы делаем все. Ну так посмотришь, слушайте, нормально, что так не воевать. Можно и год, и два, и 10. Что думаете? Александр, смотрите, предлагаю реалистично посмотреть на ситуацию на фронте. Сразу скажу, даже возобновление поставок вооружений Трампом на ситуацию на фронте не повлияет. Во-первых, только оборонительное вооружение, которое на фронте, как правило, не пригодятся. Я так понимаю, о небе, но идет разговор. Во-вторых, в комплексе стабилизировать ситуацию можно двумя только путями. Либо комплексно, найдя оружие, деньги и людей, а этого всего нету, либо мирные переговоры, длительный стабильный мир, построение оборонительных сооружений, новейшей линии Маннергейма для защиты, там условно. Вот это вот второй путь. Между первым и вторым путем ну, пропасть просто. Невозможно реализовать один из-за того, что нету трех составляющих и не будет одновременно. Второй невозможно реализовать по причине наличия Зеленского на должности верховного главнокомандующего. И Сырского главнокомандующим вооруженных сил Украины. Я не зря вспомнил Сырского, военно-политическое руководство. Сырский нам рассказывает, нам не нужны оборонительные сооружения. Лисьи норы ройте! Ройте, подонки, лисьи норы, выживете. А деньги на оборонительные сооружения Миндич сминдичит с семьей Верховного. Это раз. Второе. Сырский мясник. Это я утверждаю по результатам Курской авантюры. И он продолжает действовать как мясник. Какую тактику, понимая истощение людского ресурса, избрали россияне? Они идут в наступление, имея больший значительно человеческий ресурс, резерв. Они идут в наступление довольно успешно на Сумском направлении. Поднимается информационная волна в Украине, за рубежом. Это начинает вредить Зеленскому. Зеленский приказ Сырскому, сырские войскам. Снимаемся с Запорожского, Покровского, Константиновского направления и даже Харьковского, чтобы остановить врага на Сумах. Снимают, даже не передавая позиции. Часто, густо и такое было, Александр. Остановили. Информационно продают.
Мы остановили, вы же помните, да, Сырский, наступление на Сумском направлении остановлено. Тут только хоп, карман под Константиновкой. Тут только хоп, ожесточеннейшие бои на админ-границе с Днепропетровской областью на Покровском направлении. Тут только хоп, в задницу под Купянском заходит. И тут только хоп, вчера наступление по всей линии фронта в Запорожской области. То есть, вот так вот, шахматкой. Остановил в Сумах, порвалось там. Сейчас он остановит на Запорожье, порвется там. Ну и так далее. Это невозможно залатать вот таким образом, как делает Сырский. Таким образом только утилизируются люди. А верх цинизма, дурости, звездежа и ну просто испорожнения на головы собственному, ну он ему правда и не собственный, бо он россиянин, народу украинскому со стороны Сырского Похоже, похоже, собственный, да. заявление о Курской и Белгородской области. Но это, каким надо быть подонком и негодяем, чтобы рассказывать в момент, когда полномасштабное наступление на Запорожье, потеря этого кармана под Константиновкой, ожесточенные бои на Мингранице с Днепром, в Харькове заходят чуть ли не Купенск, да, начинают отрезать. И тут выдает вот эту дичь. Просто дичь. Это ж по-другому сказать нельзя. Мало утилизировал наших, Курской и Белгород. Какая цель? У меня прямой вопрос. В эфире ставлю прямой вопрос генералу Мяснику Сырскому. Цель пребывания украинских войск, наступление, как он сегодня сказал, да, Да, продвижение наступление, да. Курской и Белгородской области. Цель какая, сука? Может объяснить кто-то, что происходит? Убить больше украинцев? Ну какая цель? Политическая, военная, какая? Никто объяснить, Курскую авантюру никто объяснить не может. А то, что сморозил этот мясник сегодня, тем более. Да, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Он звучит так. Жаль ли вам ТЦК ввиду ударов по военкоматам? 5%. Чуть-чуть да. 5%. Однозначно да. 19%. Да какая разница? Будут еще злее. И 71% категорически нет. Что скажете? О, смотрите, то, что большинство будет категорически нет, мы еще перед началом вопроса понимали, потому что это концентрация зла. И именно по этой единственной причине туда бьют россияне. Это причина политическая, это причина идеологическая, это причина гибридности войны, то, о чем вы говорили, Александр. И все вот эти, я 3 дня, я говорю, я пытаюсь объяснить людям 3 дня. Цель не сорвать мобилизацию, ее срывает ТЦК. Зачем россиянам срывать то, что и так сорвано ТЦК? Понимаете? Цель другая, цель расколоть общество. Притом, я скажу так, уже в окончании, там, пока перейдем к вопросам, хоть 10 минут поотвечаем. Смотрите, одинаково расцениваю удары россиян по ТЦК как подрыв внутренний, идеологический, глубинный. Знаете, как глубинную бомбу забурилась и взорвалась.
То же самое, то, что сделал Зеленский, когда решил отрезать, ну, миллионов 5 собственного населения, противопоставить себя с лишением гражданства предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Ануфрия. Это то же самое, знаете, это как? Вот есть духовный лидер, 5 миллионов людей. Ты выходишь, показываешь 5 миллионам зеленую задницу и говоришь, да пошли вы все. А куда пойдут? То же самое, вот, ну, вы понимаете, вред от этих вещей где-то вот находится там и там. И у меня большой вопрос. А Зеленский, он, как и Сырский, народ точно не его. Государство тоже навряд ли так пытаются корпорацию создать. Видимо, да. Значит, друзья, спасибо, что ставите лайки. Пожалуйста, поддержите Игоря Владимировича. Его телеграм-канал в описании. С Ютубом его то блокируют, то новые, то опять блокируют. В общем, телеграм наверняка. Там найдете новое видео, там найдете, конечно... Сегодняшний именинник сказал, мы боремось. Ну да. Боротьба триває, да. Борьба триває. Да, значит... У нас тоже борьба за свободу слова с Александром у нас тоже триває. Но мы, правда, как боролись на ниве свободы слова, так и боремся на ней. И не списывались по ВЛК. Для студентов уже обустроили специальные полигоны, где они будут проходить курс общевойсковой подготовки. Представляете? Четырехзвездочный хостел. Так оценивает уровень быта в этих хостелах лесовой министр. Смотрите, Александр. Да надо военная подготовка в университетах, да надо все. Но это должно было вообще быть априори, как во всех адекватных государствах. А вы на третьем с половиной годе войны делаете пиар на том, что обычные общежития называете хостелом и говорите, мы создали полигон. Да я рад за это. Вы скажите, что вы кроме полигона создали? Вы всю страну полигон по испытанию от западного оружия Да. и технологий превратили. И теперь нам пытаетесь рассказать, что вы полигоны открыли. Ну, а за лесовой я вообще слушать не могу. Ну, это ж человек вор. В худшем понятии. Крадун. Бовари обидятся. Крадун. Переходим к вопросам. Украл диссертацию. Да. Значит, клуб зрителей Шелеста. Поехали. Как думаете, может быть, новым мостом к миру станет господин Новинский? Редко найдешь человека, которого настолько близко был бы связан с обеими сторонами. В текущей итерации Украина приняла бы Новинского. Затем знаем, что гость тоже может с Вадимом общаться, может на какой-то совместный проект готовите. Еще вопрос, как относитесь к Монтян? Игорь, ее бывший клиент. Очень интересный вопрос. Спасибо за эфир. Ну, кто-то хорошо меня знает, раз так пишет. Я действительно был клиентом адвоката Монтян. Я не поддерживаю с Татьяной отношений и общения с, ну, наверное, 2014 года. Это был я ее клиентом до этого. С Владимиром Владиславовичем Новинским у меня действительно есть общение, дружеские отношения. Я этого никогда не скрывал. Это было и во время работы в Верховном Совете. Мы имеем разные идеологические, политические взгляды. Мы прихожане разных церквей. Дискутируем на эту тему. Я последователь патриарха Филарета, он, как вам известно, УПЦ.
О политических проектах не слышал, не обсуждал с ним. Может ли он быть коммуникатором, может ли он быть между Западом, Востоком, примет ли Украина, может ли он стать украинским Иванишвили? Ну, вполне все может быть. Я знаю, у него серьезные связи в Соединенных Штатах, и, понятное дело, есть связи в Российской Федерации, раз сам Зеленский его просил, как он рассказывал, о организации переговоров. Все будет зависеть от многих-многих вещей, и в жизни нашей страны в целом. И я лично пока собираюсь заниматься тем, чем занимаюсь, журналистикой. Планов на политику не имею. Так, значит, следующий вопрос. Александр Игорь Владимирович, приветствую. Скажите, пожалуйста, а что у нас с поляныцами, нептунами? Они вообще есть? Смотрите, одно дело сделать экспериментальный образец 1, 2, 3, 5 и даже 10, 20, а другое дело запустить серийное производство. К сожалению, с серийным производством не сложилось. Не только с поляныцами тем самым, а и с нептунами, которые прошли нормальное испытание, и многими другими вещами. И скажу вам почему. Потому что в Укрспецэкспорте, в оборонпроме воровали, а точнее звездели, не хочу, звездили, будем так говорить, чтобы канал не пострадал, как при шоколадной шобле, так и при зеленой. Скорость была, там чуть поменьше, было, большой войны не было. Тут, конечно, намного больше. Но и там, и тут воровали безбожно. Как при таком уровне воровства можно запустить, реализовать какой-то серийный проект? Да никак, украдут все. Сметанины, вот эти девочки 24 лет и тому подобное. Это все последствия. Если кто-то думает, что они причина, не, они последствия. Я по Сметанину публиковал года полтора-два назад расследование, как они танки ремонтировали на заводах. Ну и что? Пришел кто-то с обыском, допросил меня кто-то, чтобы я предоставил документы. Они у меня вон в папочках лежат. Понимаете? Никто ничего не спросил. Поэтому это самое, я готов, вот даже перекликиваясь с предыдущим вопросом, я готов сотрудничать с теми, кто будет строить украинское государство, в котором будут украинцы чувствовать себя защищенными, где будет развиваться экономика, где будет развиваться наука, а не стоя сидя, лежа и тому подобное. Вот это вот меня интересует. Ландшафт политический уничтожен полностью. Коррупция просто вот так вот своими кореньями переплела все и вся. Это надо вырубывать, выкорчевывать, по-новому строить институции государственные. Я не зря говорил о ликвидации НАБУ, ДБР, как и народных структур, БЭБов, ну всех этих. Это все надо демонтировать и строить абсолютно для людей и для защиты людей. Ну, смотрите, тут такой момент очень важный. Сейчас вот во время нашего эфира Ермак у себя пишет, ну, такую, ну, зайдете, почитайте, если захотите, уважаемые зрители, в общем, что мы вместе с Америкой, Индотихоокеанские регионы и вообще везде будем, короче, осваивать оружие на искусственном интеллекте.
И вот этот вот вопрос про оружие из клуба зрителей, он, знаете, он очень важный на самом деле. По поводу Нептунов, там, поляниц, всякой этой всей истории. Мелкосерийная пробная партия, обкатанная. Тут же ж выясняется другое. Сейчас все больше пишут о том, что определенные стартапы американские, направленные на создание оружия с искусственным интеллектом, начинают уже в открытую коммуницировать с Украиной. Хотя немножко присмотрелись, фокус навели, а они уже 1,5 года сотрудничают. Сейчас только какие-то контракты. То Александр, есть мы чистой воды полигон для них, это понимаете? то, о чем я говорил вот 20 минут Да, назад. чистой воды. Превратили страну в полигон и дальше используют. То есть, когда говорят, Маск ведет там переговоры, может ли это быть? Может, потому что мы идеальный полигон для роботизированных систем, которые испытывают корпорация Маска, для роботизированных систем с искусственным интеллектом, которые испытывают корпорации Маска и не только Маска. Мы полигон. И не только полигон, ну давайте скажем так, наша власть зарабатывает на всем. На полигоне, пожалуйста, испытывайте. Органы надо на пересадку, пожалуйста, покупайте. Где дело черных трансплантологов? Вы же помните, там замминистра поймали. Я у вас в эфире это рассказывал. В других местах. Где дело? Ребята, где оно? Куда оно делось? Я думаю, его заткнули, потому что он не один такой. И боятся, чтобы не сдал всех. Второе. На лудоманию подсадим, подсадим. На наркоманию подсадим, подсадим. Легче будет этим быдлом управлять. Лудомания, наркомания – это все убивает личность. И от этого потом возникает ответ на ваш, Александр, вопрос про сидя стоя и древний народ. Понимаете? Потому что древний народ превращают в быдло через лудоманию и наркоманию. Вот и все. Да, друзья, значит, к большому сожалению, не можем сдержаться с Игорем Владимировичем, но я всех приглашаю на его канал. Вопросы из сообщества YouTube он обязательно возьмет для своей рубрики ответов на вопросы, поэтому следите, подписывайтесь. Игорь Владимирович, очень благодарен вам за время и мысли. Завтра в 9 часов утра на моем YouTube-канале, друзья, всех, кто сейчас не услышал ответы на свои вопросы, я возьму с YouTube Александра, я возьму с Александра Телеграма, со своего Телеграма под анонсом этого эфира и обязательно дам вам все ответы. К сожалению, мой канал, как и Александра, подсанкционный, поэтому если ваши друзья в Украине не видят наши каналы, все делается элементарно. Заходите в настройки YouTube своего и переключаете страну с Украины. Ну, можно на США, можно на Британию, а можно и на Гондурас. Да, друзья, всем большое спасибо за этот эфир. Поставьте лайк, не забудьте, подписывайтесь, берегите себя и друг друга. Увидимся совсем скоро в шуме. До ближайшей встречи. Добра и света. Друзья, давайте, что бы ни происходило, вместе сделаем нашу страну великой, мирной и процветающей. И будем жить. Спасибо вам. До встречи.